трофей. Всем привет, это опять я. Как видно по пейзажу за моей спиной, это речка. Это Сахалинская зимняя речка. Вот недавно приехал, пробурил всего 3 лунки. Ну, обычно, конечно, чтобы найти рыбу, уходит побольше времени. И вот на 3-й лунке нашел вот такую вот рыбку. Я, собственно, за ней и ехал. Рыба называется южная мальма. Вот она с красными пятнышками. Но вот и на всю вот эту вот кучку южной мальмы попалась одна кунжа. Вот у нее пятнышки белые. И попался один, судя по всему, гибрид. У него пятнышки слишком блеклые и большие. И попалась вот такая одна неплохая совсем мальма. Прикармливаю икрой, а ловлю на опарыша. Таких маленьких отпускаем. В целом тут рыба в основном и должна быть не крупной. Она, скажем так, местная, речная, в море не ходит, поэтому большой не вырастает. Но так или иначе среди них все равно есть и откровенно маленькие, и уже такие вполне себе ядовые. Оп. Мелочь долбит. Ух ты как. О, оранжевый. Кивочек-то как придавил. Сразу в заглот. Вот он, с красными пятнышками. О, вообще козявка клюет. Но это вот не голец, не мальма, не кунжа. Это так называемая подкаменка или пеструшка. Это молоть симы. Она зимует в речке. Ну и не только зимует, бывает вообще до 3 лет живет в реке. Только потом идет в море. Что-то прям мелочь поперла. Когда клев по каким-то причинам затихает, я вот так вот беру сверху немножко икры. Это обычно на прикормку идет та икра, которая чуть там прокисла, испортилась. Эта икра, ну даже по виду видно, что она не совсем в порядке. И вот такую икру пускаем на прикорм. Я вот так просто в воде давлю несколько икринок. Получается вот такое вот молоко. Через минут 5 течение это молоко вымоет из лунки. Лунка снова станет чистой. И это знак, что снова пора подкармливать. О, хорошенькая рыбка. Так, ну-ка, гибрид что ли или кунжа? По-моему, гибрид. Ну-ка. Ну, розовая еле-еле читается. По-моему, все-таки гибрид. По-моему, все-таки не кунжа. Ну, так или иначе, в сковородке все перемешается. Хотя в целом мальма вкуснее кунжи, а гибрид когда как. Иногда, ну, всегда вкуснее кунжи, но иногда вкуснее мальмы, а иногда чуть похуже. В зависимости от степени откорма. Как кушал, как питался. Ух ты! Ох.
Да. Ну, для этих мест трофей. Вот такая вот рыбешка. Красивая. Пятнышки розовые. Ух ты! Что-то вот поначалу клевал гольчик покрупнее редко. А сейчас вот уже где-то 5-го или 6-го, можно сказать, подряд ловлю. Прям хорошие такие размеры. Ну, не исключает того, что иногда и вот такие поклевывают вместе с ними. Но все-таки во мне теплится надежда, что подошел крупничок. О, пока летело, клюнул. Вот это приятный, хорошего размера. Не крупняк, как до него парочка, троечка. О, оп. Ух ты, хорошенький. Ну да, очевидно, подтянулась рыбка покрупнее. Интересно, вообще надолго ли? О, сразу. Ох ты! О да! Отличная рыба. Не часто тут вот раздает, скажем так, такого размера гольчик. Ох, не часто. О, пока тонула, сожрал. Да. Какой-то лютый жор. Ну, мелкий какой-то. Причем, о, хороший сейчас клюнул. Проворонил. Причем только я пришел, как бы вот, я сейчас сказал, что рыба мелкая. В самом начале, вот только я сейчас сюда пришел, я такого считал нормальным и брал. Сейчас уже, извините за... О-о-о! Вот это да! Вот это да! Вот это голец! Одно удовольствие такого ловить. Одно удовольствие. Реально какой-то крупняк подтянулся. Так. Ты, братан, конечно, хороший голец. Я вначале такого с удовольствием брал. Но сейчас я тебя, пожалуй, не отпущу уже. Крови много пустил. Да уж, и что характерно, я уже лунку минут 10 не прикармливал. Она вот уже от прикормки чистая. А рыба прет и прет. Вот раскормилась и подошла. Да. Ну, вот такого отпускаем. Такого отпустим. Ох ты, хорошая.
Отличнейшая рыба. Отличнейшая. Офигеть. Это я очень удачно попал. Это я очень удачно попал. Ну вот эта лунка и замолчала. Но я считаю, что я все равно поймал с нее очень прилично. Прогреваю снегоход, поеду искать дальше. Ехал по речке и вот так вот провалился под лед. Тут глубина небольшая, именно поэтому лед такой тонкий. Но что-то мне подсказывает, что сильно, особенно вверх, я уже больше не заберусь. Ладно, пойду откапываться. Прошел где-то час с хвостиком. Сумел вытащить самую легкую часть снегохода из воды. Тяжелая пока там. Вот сейчас пытаюсь что-то придумать. К сожалению, ручной лебедки у меня нет. А буксирный трос всего лишь 10 метров. Этого мало, чтобы сделать полиспаст. Так что сейчас буду что-нибудь пытаться просто на ровном месте родить. Прошло 2 часа с хвостиком. Я вот при помощи такого нехитрого приспособления вытаскиваю помаленечку снегоход. Идет плохо. Дело в том, что у этой веревки, получается, скрутки, очень короткий ход. Сантиметров 25 она может подтянуть, потом уже почти не тянет ничего. Поэтому каждый раз приходится расслаблять ее заново и перевязываться снова. Ну ничего, вроде дело идет. Ну что, 3 часа копания, верчения и кручения не прошли даром. Я вылез. Минус теперь один. В снегоходе намок вариатор. Едет пока слабо. Надеюсь, что просохнет сейчас и поедет бодрее. Фух. Да уж. Сейчас вот мысль одна. Порыбачить еще или... Ну его. Не буду рыбачить. Ну, слава богу, снегоход вроде едет, вроде вариатор высох. Конечно, пока в полный газ я на нем стараюсь не жарить. Но уже вроде кое-как. Ну, и я был бы не я, если бы не остановился на старых лунках. Я добавил немножко икры, прикормил как следует. Сейчас вот сяду, попробую. Может, опять рыбка приплывет. И, кстати, всем рекомендую лайфхак. Брать с собой на рыбалку побольше пар перчаток. Я обычно беру 4, вот сейчас взял 3 и жалею. Потому что вон 2 пары уже мокрые в хлам. И от рыбалки, и от таскания снегохода. Я вот сейчас одел сухонькие. Мне бы еще на обратную дорогу сухонькие. И было бы прям отлично. Фух. Ну и дела.
Я постарался сразу икры побольше за один раз кинуть, чтобы такой был массированный закорм. Сейчас какая-то мелочь уже теребит. Солнце уже через час-другой на закат пойдет. Поэтому вот эта вот банка икры, я ее сейчас примерно минут за 20, за 30 и скормлю. Глядишь, на такой массированный закорм опять подойдет какая-нибудь рыбка. Минут 10 сидел вообще без поклевок, ну не считая мелочи. Прикормил за это время раз 5. И вот спустя 10 минут сразу начала клевать. Причем хорошего размера сразу. В общем, зря я поехал искать рыбу по реке. Надо было тут как следует кормить и ловить. И снегоход бы не искупал, и времени бы побольше было на рыбалку. Зимний день короткий, поэтому даже вот 3 часа, потраченные на снегоход, это уже очень много. Это 1/3 рыбалки фактически. Это летом, когда день длинный, там 10 раз устанешь рыбачить. А тут нет. Тут все-таки стараюсь как-то временем дорожить. Ах ты. Фу, хорошо снегоходик покопал. О, хороший гольчик. Оранжевый. Хорошо снегоходик покопал, так до сих пор одышка. Я почему-то вспомнил, не знаю почему, как в студенчестве ездил на картошку. Примерно то же самое. Опа. Как хорошо-то пошла клевать, а? Да. Хорошо закормил, хорошо половил. Опа. Ах ты. Уже завечерело, и вот мой финальный улов. Я, как и обещал, скормил всю икру рыбе, но клев был по тому же паттерну, что и первый заход. То есть сначала клюет, а потом, несмотря на закормы, то есть я продолжаю кидать икру, просто прекращает. И начинает клевать уже не крупная, либо вообще вот такая вот мелочь с палец. Очень рад поимкам вот таких вот мальм. Таких у нас уже уважительно называют голец. Ну, то есть размер ого-го. Для маленькой речоночки прям огонь. Ну и, скорее всего, вот они потому именно такие длинные и тощие, потому что речечка маленькая, и ему неудобно быть с гигантским пузом, а проще быть как змея. Ох, спасибо тебе, речка. Низкий тебе поклон. А мне еще до дому ехать и ехать. Ну вот и время говорящих рук. Правда, уже наступил следующий день. Вчера я вот таскал снегоход, рыбачил, потом долго ехал в город. У меня по дороге порвалось колесо на прицепе просто в хлам. Я его там менял, валялся под ним там под прицепом с баллонным ключом. В общем, приключений хватало. Приехал домой где-то уже в 1 часу ночи. А вот сейчас вот следующий день. Говорящие руки немножко вот потряхивает от всех этих приключений. Но тем не менее. С мальмы 2 шикарных блюда. Это жареная мальма и уха из мальмы. Она у нас называется уха из мелочевки. Лучшая уха, на мой взгляд. Но не хочется сейчас никак заморачиваться с ухой. Это долго. А хочется быстренько, вкусненько перекусить. Поэтому жарко. Мальму я уже разделал. Вот такая уже без голов, без кишков. Обвалять и жарить. Посолить я ее уже посолил заранее. Крупненькая, хорошая. Прям такая
Вот прям не стыдно показать. Процесс жарки все еще идет, но что-то терпения ждать, пока все это закончится, у меня нет совершенно никакого. Поэтому я тут потихонечку подъедаю. Очень вкусная рыба, она очень легко еще чистится. Чистится из-за того, что жирная и мало костей. Поэтому вот раз-два и дело в шляпе. Всем пока-пока. До свидания.